Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видео я поделюсь своей схемой и технологией вязания идеального круга крючком столбиками с одним накидом. Я использую крючок 3,5 мм, пряжа шнур полиэфирный Карамель Baby. Характеристики пряжи: на 200 метров 150 грамм. Вы можете использовать любую пряжу из любого материала и фактуры. Данная схема вам подойдет. Она может служить основой для вязания какого-то изделия, сумочки, декора, пуфа или самостоятельным изделием, ковром, сервировочной салфеткой. Все необходимые ссылки, а также свой промокод на скидку для заказа необходимых материалов и инструментов я оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходим к работе. Накидываю нить на ладонь с небольшим запасом, переворачиваю ладонь, тем самым нить оказывается перекрещена на тыльной стороне ладони. Ввожу крючок в верхнюю часть перекрещивания, подхватываю нить и фиксирую рабочей нитью. Так как вяжу столбиками с одним накидом, поднимаюсь на высоту этого столбика, провязывая еще одну воздушную. Далее накид, и в кольцо мне необходимо провязать в общей сложности 12 столбиков вместе с первой. То есть это уже второй столбик. Далее еще 10 с одним накидом. Протягиваю и провязываю. Двенадцать складываю пополам и туго-туго затягиваю кольцо, так, чтобы у меня встретился первый и последний столбик. Готово. Теперь буду делать соединение рядов из ряда в ряд одинаково. Очень внимательно. Первый столбик был подъемными петлями. Нахожу первую кромочную петлю ряда. Это не петля столбика подъема, а та петля, которая находится горизонтально по отношению к столбикам. Ввожу крючок с изнанки на лицо и увожу туда рабочую петлю. Теперь продеваю все вязание в эту петлю и подтягиваю рабочую нить, чтобы затянуть ее. Очень внимательно, не затягиваю слишком туго, чтобы это не было видно по лицу. При этом фиксирую вплотную к полотну. Край начала буду ввязывать в полотно. Вставляю крючок в соединение рядов для провязывания следующего ряда. Но прежде чем вставить крючок, делаю накид с помощью рабочей нити. Вставляю, подхватываю, провязываю накид и петлю вместе и делаю петлю подъема. Таким образом у меня получается первый столбик ряда. В этом ряду мне необходимо провязать в каждую точку по 2 столбика. Из 12 получить 24. В эту же точку еще один столбик с одним накидом. И так далее. Край начала в полотне. В каждую точку по 2 столбика с одним накидом. Продолжаю до конца ряда. У меня последняя точка, в нее также провязываю 2 столбика и делаю соединение аналогичное прошлому ряду. Вытягиваю нить, нахожу первую кромочную косу, она горизонтальная по отношению к вертикальным столбикам. Важно не вставить в крючок в подъем в первый столбик, потому что будет добавление и круг будет непроизвольно увеличиваться и сложно будет найти ошибку. Вставляю крючок в кромочную косу, которая находится перед вторым столбиком ряда. Увожу петлю туда,
Продеваю в эту петлю все вязание и подтягиваю рабочую нить. Не очень туго и достаточно крепко. Далее вставляю крючок в соединение, прежде сделав накид. Провязываю первую часть столбика. Далее петля подъема, первый столбик третьего ряда. В третьем ряду добавлений мне нужно сделать точно так же 12. Но так как у меня 24 петли, делаю добавление через одну петлю. В первую петлю провязала 1 столбик, во вторую петлю провязываю 2 столбика с одним накидом в одну точку. И так чередую. 1 столбик в одну точку, 2, 1, 2. До конца ряда у меня получится плюс 12 столбиков. И третий ряд заканчивается добавлением, так как начинался одиночным столбиком. Провязываю 2 столбика с одним накидом в одну точку. Вытягиваю рабочую петлю для того, чтобы сделать соединение. Еще раз внимательно вставляю в кромочную петлю, которая находится перед вторым столбиком ряда. Увожу наизнанку. Продеваю все вязание в эту петлю. Не затягиваю туго для того, чтобы иметь красивое полотно по лицу. И вдруг, если придется распустить, эти туго затянутые узлы будут создавать проблемы. Вставляю крючок, делая накид в соединение рядов и формирую первый столбик ряда. Далее с этого ряда важно делать добавление в точке, следующие за добавлениями предыдущего ряда. Ряд закончился добавкой, то есть провязаны 2 столбика в одну точку. Значит, в следующую петлю следующего ряда я делаю добавление. Делаю накид, в эту же точку, первую, соединение рядов, ввожу крючок и провязываю второй столбик. Ряд начинается с добавки. Далее уже 2 столбика подряд без добавления, то есть 1 столбик в одну точку. И снова вот добавление прошлого ряда, 2 столбика вывязаны с одной точки. Значит, в следующую петлю я делаю добавление. Очень удобно ориентироваться на место добавления. Оно каждый раз попадает на точку, следующую за точкой предыдущего ряда добавления. Добавки будут идти по спирали из центра круга. При этом можно пересчитывать добавления в каждом ряду. Их должно быть 12. Каждый следующий ряд увеличивает расстояние между добавлениями на 1 столбик. То есть в этом ряду я вяжу 2 столбика одиночных, 1 в одну точку. И на третий делаю добавление, провязывая 2 столбика в одну точку. И проверяю себя. Эта точка следует за добавлением предыдущего ряда. Четвертый ряд провязан. Важно с этого момента следить, чтобы добавление шло именно в точку, следующую за добавлением прошлого ряда. Вот двойные. Двойная в следующем ряду в следующую точку. Если добавка будет провязана точно над добавкой прошлого ряда, то круг будет иметь угловатости. В моем случае их 12. Сколько добавлений, столько и углов может образоваться за счет увеличения объема круга. Поэтому создаю первый столбик следующего ряда. В каждом ряду при начале вязания ряда я нахожу добавление прошлого ряда. В моем случае оно прямо в начале ряда.
И буду провязывать добавку в текущем ряду, ни в коем случае не над добавлением, а в точку, следующую сразу после добавления предыдущего ряда. Итак, следующий столбик в следующую точку. И следующая точка добавляю, то есть провязываю 2 столбика в одну точку. С этого момента мне нужно провязать до следующего добавления и сделать добавку в следующую точку. Или просто я знаю, что у меня между добавлениями в этом ряду теперь 3 одиночных столбика. Выбираю любой удобный способ контроля, подсчитывать столбики или следить за добавлением прошлого ряда. В конце ряда можно проконтролировать, что добавлений было ровно 12. Значит, мы делаем все правильно и можно смело навязывать необходимый размер круга. Вот оно, добавление через 3 столбика или в точку, следующую за добавлением прошлого ряда. Все совпало. Продолжаю ряд за рядом. У меня навязано 11 рядов. В последнем ряду расстояние между добавлениями 9 одиночных петель. Повторюсь, каждый ряд количество петель между добавками увеличивалось на 1. Таким образом, добавления идут к кругу по небольшой спирали. Вот такой ровный и аккуратный круг у меня получился. Это заготовка для сумки, донышко сумки. Также может быть самостоятельным изделием, сервировочной салфеткой, ковром, в зависимости от связанного вами размера. Хочу уточнить, что чем больше размер, тем в какой-то момент станет слишком много добавлений. В этом случае на большой размерности рядов просто нужно провязывать ряд без добавлений и чередовать ряд с добавлениями с рядом без добавлений, для того, чтобы край не пошел волной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. А видеоролик по продолжению вязанию данной сумочки оставляю ссылку для вас в описании под этим видео. Всем пока!